Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Александр Лазарев на связи прямо сейчас. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Друзья, подпишитесь на Лазарева, ссылки в описаниях, и YouTube-канал, и Telegram-канал. В общем, будьте, как говорится, на связи. Александр, давайте Спасибо. попробуем проанализировать происходящее сейчас. Значит, вообще все как-то так потушно выходит. И Гаага была потужная, встреча с Трампом, слайды, ну, имеется в виду распечатанные фотографии, переданных в числе погибших украинских военных, россиян. Вообще замечательный разговор. Как-то вот настроение Трампа меняется в плохую сторону по отношению к Путину, к Зеленскому, расположение, об этом пишет пресса. Совет Европы, который учреждает трибунал над российскими чиновниками. Причем этот трибунал, слово звучит из уст Каи Каллас, такие достаточно серьезные перспективы. Слушайте, да и на фронте все оказывается хорошо. Сырский заявил, что стабилизация по Сумскому направлению вообще, то есть всех остановили и, собственно, ничего не предвещает беды. К чему нам создают картинку, ну, тотальной перемоги? Знаете, как говорится, перед смертью не надышишься, да? Вот сейчас, настолько катастрофичная ситуация внутри Украины, да и на внешнеполитическом направлении, что им необходимо чем-то это перекрывать и чисто по Геббельсу, да, чем сильнее ложь, тем охотнее в нее верят. И получается история такая, при которой все ошибки, все проигрыши, все провалы власти Зеленского, они пытаются выставить как достижения, да, и перемоги. В данном случае мы видим ситуацию там с фронтом. Это вообще для меня такая, это не комическая, конечно, ситуация, но тем не менее то, что заявляет Сырский, что вот все, российская армия уже не наступает, мы перешли из обороны в наступление, в атаку. В каком месте перешли из обороны в наступление? Там за какое-то село идут бои, положат еще больше людей. Окей, а что там с Днепропетровским направлением? Российская армия вошла уже на территорию Днепропетровской области. Об этом почему-то в Киеве не говорят или это не считается, да? Только какое-то село имеет стратегическое значение в Сумской области. В этом победы. Либо победы в том, что они, для меня это вообще просто даже не как политолог, там, да, не как публичный человек, как обычный человек, скажу, да, как чисто с моральной точки зрения, они показали шевроны российской армии возле тел погибших солдат, которых Россия передала. Почему не показали еще паспорта Российской Федерации, удостоверение спецслужб, там, ГРУ, либо ФСБ, фотографию с Владимиром Путиным, либо пропуск в Кремль, так, чтобы уже окончательно, да, было понятно, что это не украинские войска, не украинское ВСУ. На самом деле это цирк, причем такой позорный цирк на крови, на смертях собственных граждан. Буквально вчера или позавчера сделал заявление Белецкий, да, он радикал, для меня он чистый нацист, вообще идеологически противоположный человек со мной, но он сказал очень интересную вещь. Очень интересную вещь вчера Белецкий сказал. Он сказал, что Киев специально не передает и не идентифицирует тела погибших ВСУ, которых передала Россия, потому что платить не хочет, нечем платить. И призвал людей выходить там на какие-то протесты. Я не знаю, я с этими протестами, да, никак, слава богу, не связан, и призывать ни к чему не могу и не буду, но я прекрасно понимаю, раз Белецкий об этом заговорил, значит, есть на то разрешение и указания курирующей стороны. А курирующая сторона вполне себе может быть даже не внутри Украины, то есть это группа влияния Запада. А раз это делается, значит, есть некие уже шатания. Вот мы перешли к внешнеполитическому треку, да, внешнеполитическому аспекту. Все ли хорошо у Зеленского? А точно ли все хорошо? Потому что вчерашний разговор с Трампом, да, что он просто хороший парень, но у американцев есть такое выражение, что good guy is not profession, да, то есть хороший парень не профессия. И то, что Трамп с ним встретился и начал какой-то разговор, но при этом не было никаких решений в пользу Украины. Все эти просьбы Зеленского, ПВО, деньги, там, вступление в НАТО, в Европейский Союз, они были задвинуты на задворки. То есть по факту не было принято ни одно решение. С ним просто декларативно встретились, пожали руки. А параллельно с этим
поднимается на внутриполитической арене вопрос о передаче тел, да, о захоронении этих тел. Если об этом уже говорят комбаты, да, там, главы батальонов, ну, здесь их тяжело будет обвинить в связях там, с Кремлем, с ФСБ, особенно такие радикальные элементы, как Белецкий. Вот. Это значит, что с Запада уже звонит колокол, да, и этот колокол звонит по Зеленскому, скорее всего, потому что такие звоночки уже указывают на то, что там очень сильно недовольны его позицией и тем, что он не хочет углублять переговорный процесс Российской Федерации, не хочет рассматривать, подписывать тот меморандум, который Россия передала. И я напомню, что буквально вчера или позавчера Дмитрий Песков сделал заявление, что Россия не будет менять меморандум, который передала для украинской власти. Это значит, что это незыблемый вопрос. Только так и никак иначе. И Россию понять здесь можно. Как бы кто ни хотел, нравится это кому-то, не нравится, но это факт, а факт – это упрямая вещь. Российская Федерация постепенно достигает тех целей, которые она себе запланировала. А Украина именно с Зеленским, да, она сдает территорию за территорией, позицию за позицией, поддержку международную теряет. Трамп не на стороне, санкции не вводятся. Что, о чем Трамп говорит? Где санкции против Российской Федерации? Он прямо сказал, но это помешает вообще договоренностям, которые мы планируем подписывать с Россией. Это помешает нашим двусторонним отношениям. Это помешает нам решить украинский вопрос, если мы сейчас введем санкции. То есть четко, ясно ответил. Это вопрос к Зеленскому, да, то есть он ехал, опять-таки, требовать санкций против Российской Федерации. Он ехал вступать в НАТО, но в этот раз даже этот вопрос не поднимался, что Украина будет вступать в НАТО. А с Европейским Союзом, ну, Орбан сказал, да, что вот его 95% венгров против вступления Украины в Европейский Союз. Мы же прекрасно понимаем, что это не от Орбана зависит. Если бы Орбану сверху спустили, например, с Вашингтона, то 95% венгров были бы за вступление Украины в Евросоюз. Если мы вспомним тему Европейского Союза за последние 10 лет после Майдана, то постоянно либо венгры, либо словаки, либо поляки, либо еще кто-то, ну, найдутся те страны и народы, которые противятся. Европейский Союз говорит, слушайте, ну мы, конечно, за, мы хотим, чтобы Украина вступила, но здесь же как бы единогласное решение должно приниматься, а оно не принимается. Та же история с НАТО. То есть проигрыш по всем фронтам. Я не понимаю, ну они, понятно, на белое говорят черное, пытаются все развернуть в позитивную для себя сторону, но я думаю, что люди это видят. Ну, люди, смотрите, то есть, опять-таки, о каких людях мы говорим? О людях, которых, ну вот с какой-то неистовостью, ну тут прям неистовая какая-то история с этой бусификацией последние дни. Причем полиция, ТЦКшники, то есть люди в этом всем живут. То есть, да, там дети, женщины, вот это все, скажем так. Причем география обширна. Киев, запад страны, ну и так далее, и так далее. И ну, воспринимается как, ну, какая-то, как должное, там, да, в Полтавской области, например, сообщили, что вот там есть транспортный какой-то колледж, вот они туда отправляются, если кто-то старше 25 лет, ну, надо проверять, а что это ты тут решил в колледже поучиться в свои 25 плюс? Нет, 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 надо вот в армию. Если есть какая-то история по поводу, ну, это понятно, все разоблачили, это фейк, не верьте, этого нет. Тут раз Стефанишина говорит, и женщинам надо подумать, чтобы запретить выезд. Нет, конечно, вранье, не верьте. Но мы же видим, как вот то, что называется фейком и враньем, через какой-то определенный промежуток времени в разных ситуациях, в зависимости от события или там случая или заявления, становится, в принципе, нормой. И дискуссия о том, что давайте там женщинам запретим выезжать, давайте вообще всем запретим выезжать, давайте понижать мобилизационный возраст, это вот такие пробные шары. Ну вот как пример или как подтверждение вот этому утверждению, что идут вот эти пробросы, да, периодически, это вот выходит сегодня Игнат. То есть с самого начала, в ночь на понедельник, тяжелейший удар по Киеву. Тяжелейший, безусловно. Сразу есть видео. Человек со своего балкона, причем тоже такой смешной эпизод, он там жене своей говорит, иди глянь, ну, условно, Галя, иди глянь, смотри, что здесь происходит. Хотя, понятное дело, во время таких обстрелов вообще возле окон лучше не находиться. Сейчас даже
правило двух стен не работает, Безуглая пишет вообще, если вы живете в панельке, бегите в подвал, прячьтесь, в общем, убегайте подальше, потому что они складываются. А панельки это там сколько? 70, 80, 90% жилого фонда, причем и в столице, и везде, во всех других городах. Галя, иди глянь, говорит, и он заснял на видео, как ПВО по касательной меняет траекторию ракеты, которая прилетает в дом. Там погибло 9, по-моему, человек именно там, конкретно погибших, под завалами разбирали, доставали людей. Сегодня Игнат выходит, говорит, слушайте, да, это работа ПВО, это сбитая ракета. А если бы попала ракета прямой наводкой в этот дом, последствия были бы хуже. Причем он это делает, заявление, спустя несколько дней, когда уже там в общем, пережили Днепр, да, то есть ужас, что было, например, 170 раненых и там 21 человек погибших, это действительно для такого города, как Днепр, это катастрофа. Но проходят эти дни, уже все забылись, одна катастрофа перебивает другую, и правда потом так вот невзначай просто вылазит, но она уже никому не нужна. Все уже переварили и настроились на другую трагедию. И вот эта череда трагедий заставляет думать, так, а что может сделать украинец в этой информационной картине? Поэтому, когда вы говорите, что люди видят, ну, они видят и завтра забывают, потому что послезавтра очередная там новая трагедия. Как, ну, это профессиональный исключительно вопрос, как в этом ключе пытаться вообще строить какую-то, ну, политику, общественные отношения? Ведь мы попали в абсолютно новую реальность. Да, хороший вопрос. Знаете, я сразу насчет Игната и насчет прямой наводкой сразу мастера Маргариту вспоминаю, да, когда Берлиоз говорил, ну, если мне на голову не свалится кирпич, и Воланд ему отвечает, что кирпич просто так на голову никому не падает, а конкретно вам он точно не угрожает. Ракеты прямой наводкой в дома не летят. То есть прямые наводки ракет есть на объекты, да, но это нецелесообразно тратить такой ресурс, как ракеты, да, чтобы уничтожать жилищный фонд. То есть ни в одной стране мира, да, ну разве что когда ковровые бомбардировки идут, тогда, понятно, стирается все, да, если там конкретно в этом участке района, там микрорайона ведутся какие-то бои там ожесточенные, и там засела большая группировка, там техника, склад, только в таком случае ракета наводится на этот дом складывается как карточный домик. А в данном случае, да, ракеты целенаправленно не летят по домам. Ну, в этом нет никакого логического смысла. Поэтому то, что говорит Игнат, что вот если бы ракета попала, если бы ПВО сбивало ракеты не над жилищным фондом, да, не над жилыми домами, а на подлете к городу, то не было бы таких трагедий. И я хочу напомнить, что в году 23-м, наверное, да, в 23-м году первопроходцем в рассказах об украинском ПВО был Алексей Арестович, он тогда первый сказал, все типа удивились. После этого, кстати, его начали преследовать, там прессовать понемногу публично, да, дискредитация пошла. Он тогда первый сказал, что в Днепропетровске, да, удар был ракетой ПВО. Потому что всегда, ну, это же всегда российская ракета была, всегда. Арестович тут выходит, говорит, советник президента, говорит, так это ПВО. И после этого постепенно люди начали уже в Украине говорить, слушайте, так может быть все-таки ПВО у нас не сильно правильно работает, может быть расположение не там, может необходимо тактику видоизменить, но тогда же не будет медийной картинки, это опять уже не возвращаюсь и перехожу к тому, о чем мы говорим, тогда не будет что показывать на международной арене, если сбивать на подлете к городам, да, то есть если не ставить те же системы ПВО в жилых кварталах, по которым потом прилетает. Вот, и всякие блогеры снимают, а потом их под суд отдают, да, что они там слили координаты ПВО, и поэтому российские ракеты прилетели. Да они сняли уже, когда российские ракеты прилетели. Для того, чтобы российские ракеты прилетали по системам ПВО, не нужно блогерам снимать на видео. Для этого есть и спутниковые системы навигации, и другие виды разведдеятельности Российской Федерации. Вот. Поэтому в этом есть огромная проблема. В жилых кварталах размещаются ПВО. Дальше на складских помещениях университетов начинают собирать дроны, и туда прилетают как
притула, да. Вчера парень опять опубликовал где-то на ВДНХ фотографию с дронами. Ну, молодец просто, да. У меня такое ощущение, что он либо сотрудник спецслужб, либо, причем не украинских, да, либо он круглый идиот, либо мошенник, который пытается скрыть награбленное и вызвать, так сказать, удар на те системы, которые там собраны. Но это ладно, такой вопрос. Касательно украинского общества, как людям вообще это все воспринимать, как построить политическую деятельность. Я считаю, что в Украине сейчас нет политики, есть авторитарная система управления. В ручном управлении все держится офисом Зеленского, в конкретном случае Ермаком, который отвечает за все направления в государстве. Они пытаются сейчас рассказывать, что там какая-то ответственность у правительства, а вот снимем Шмыгаля, не снимем Шмыгаля. Послушайте, это все ЗИС-председатели фунты. Они не имеют ничего общего с реальным управлением государством на данном этапе, на данный момент. Да, де-юре у них множество полномочий в своей сфере, но де-факто управляет этим Андрей Борисович Ермак и его окружение. Поэтому будет там Шмыгаль, либо будет кто-то другой, не имеет никакого значения. Парламент также в ручном управлении. То есть политику сейчас построить невозможно. Какие-то протесты, вот, например, вчерашний, да, или позавчерашний протест на Что это было? Ну, то есть никто не Вот это понял, если честно. Это вопрос, на самом деле, Александр, потому что для меня тоже до конца непонятная история. Во-первых, это выглядело как некий такой прорыв блокады, да, вот не было протеста, все это запрещено, война идет, поэтому никто на улице не выходит, если кто-то выйдет, сразу клеймо агента Кремля получит, да, но организаторы уедут в СИЗО, людей разгонят, ну, короче, понятная история, в общем. А тут люди собираются, в основном в военной форме, они начинают протестовать, немного протестуют против коррупции, призывают Дональда Трампа, президента Украины, навести порядок, Дональда Трампа, то есть суверенное государство, протесты в суверенном независимом государстве, вот, потом пытаются разложиться, там палатки выставить, ну, классика жанра, Майдан, палатки, почему бы и нет, вот, и полиция их как-то там разгоняет, да, и на этом все затихает, потом выступает Белецкий, то, о чем мы с вами говорили, призывает там какого-то числа, говорит, я не призываю, но я знаю, что люди придут, ну, типа так, аккуратно себя ответственность снимать. У меня есть два варианта. Первый вариант конспирологического характера, да, не факт, что он правдив, но он интересен. Вполне возможно, что это дело рук самого Зеленского, чтобы перед встречами с европейскими коллегами показать, что все-таки демократия в Украине есть. Помните советский анекдот, когда вроде как Никсон с Брежневым встречается и говорит, что вот у нас в Америке демократия, каждый может выйти к Белому дому и сказать, что Никсон дурак. Брежнев говорит, так у нас тоже каждый может на Красную площадь выйти и сказать, что Никсон дурак. Вот такая же история здесь получается. Да? Вот посмотрите, люди могут выйти протестовать против коррупции, а все это в аккурат происходит с уголовным делом, которое объявлено беглецу и возвращенцу Чернышову, министру Еднания, да, и вице-премьеру, который сначала сбежал, потом вернулся, и тут ему сразу уголовное дело на 14 миллионов гривен, что он там что-то украл. Вот, очень красиво это связано, вполне возможно такой вариант. Есть и второй вариант этих событий. Раз выходят люди в военной форме, да, в военной форме это понятная история, их тяжело назвать агентами Кремля, но они скажут, мы воевали, да, какие мы вам агенты Кремля, вы больше агенты, чем мы. То есть это уже такая полемика может начаться, да, которая в обществе будет, негативно восприниматься. Вот дальше выступают лидеры радикальных формирований, как, к примеру, там Белецкий, и говорит, что вот будут протесты. Но эти люди сами по себе, во-первых, никакой митинг никогда сам по себе не организовывается. То есть это не некое там явление, да, самоорганизации общества, это невозможно. Если кто-то сомневается в этом, читайте Ленина, он об этом шикарно описал. Когда-то в свое время Парвус сказал, что любая революция, она как женщина требует денег, да, я добавлю, и требует, разумеется, организации. Финансы, организация и защита политическая, желательно за рубежа. На данном этапе, да, пока это никакая не революция, это даже не бунт, это единичная акция волеизъявления либо какого-то протеста части общества, которые просто могут пробы снимать. То есть вот проба проходит, разогнали, дела не завели хорошо.
Сейчас Белецкий заявил, опять выйдут. И постепенно таким образом, например, те же Соединенные Штаты Америки могут начинать оказывать давление на режим Зеленского посредством правых, ультраправых политических формирований, политических сил, которых нельзя будет обвинить в пророссийскости и в связях там с Федеральной службой безопасности России, с ГРУ и с какими-то политическими структурами Кремля. Ну, Белецкого не обвинишь в этом, да, там других военных не обвинишь. Не, ну, И смотрите, американцы могут таким образом, да. я прошу прощения, но смотрите, сейчас такое время обвинишь вообще любого. Вот это вот тоже Как очень это будет интересно. восприниматься? Не, Так сказать можно нормально что будет угодно. восприниматься. Слушайте, ну, сразу найти фотку и видео Белецкого там какой-то там давности с А Дугиным, такие да, есть, кстати, да. или его обращение по поводу там славянского братства, Да, то есть, да. там, и сразу понять, как бы сразу сказать, что это законспирировано и так далее, и так далее. То есть был бы человек, как его Ну, конечно, притянуть к дело Российской найдется, да. Федерации, то есть, да, это вообще легко с точки зрения этого режима. Тут другой момент, поймите, когда люди пытаются, ну, опять-таки, картинность этого протеста, она понятна, и это наверняка симптом, наверное, чего-то другого. Это как прививка. Ну, то есть прививка в чем заключается? Что ты колешь себе эту болезнь, чтобы организм как бы уже с ней справлялся, но в малых дозах. Вот это вот какая-то малая доза как бы того, чтобы, ну, собственно, люди не встали и не начали сметать власть. Ведь в последнее время то, что делают полицейские, причем к ТЦКшникам понятно уже отношения там с ними, и борются, и пытаются, и, в общем, там, с копом все вместе, но теперь уже это все перебрасывается, это тень ужаса на полицию. А полиция – это конкретная власть. Если ТЦКшникам там идет дискуссия, это военная или не военная, форму такую или форму сякую, военные говорят, ребята, не путайте нас с ТЦКшниками, но полицию ты ни с кем не перепутаешь. Полиция – это как бы вот та власть, человек на земле, наделенный властью, недовольство к власти, к их действиям, к их, ну, скажем, как они пакуют людей, как они там дерутся с женщинами, как они вот это вот все. То есть это конкретно четкое лицо власти. И прививка протестам здесь исключительно внутриполитическим симптомом может являться. Что думаете? Может, как вариант, я же озвучил два варианта, да. Первый – это вполне организация внутренняя, и вполне могли организовать это внутри власти. Действительно, это может быть так. Но я говорю, что я не исключаю возможности внешнего давления посредством организации локальных, да, протестов с привлечением правых политических сил. Что касается полиции, ну, полиция уже давно в Украине не с народом, и я вам так скажу, что с 90-х, да, и эта реформа полиции, которая произошла, она не особо поменяла отношение в обществе к самой системе полицейской, да, а после начала боевых действий, когда полиция позволяла себе вытаскивать людей из машины, содействовать ТЦК, не предъявлять никаких документов, никаких статей Уголовного административного кодекса, на какие они ссылаются в тех или иных действиях, не пропускать людей к границам западным на Украине, там в Львовской области, да, и в других. У меня много знакомых, которые ехали, имели право легально выехать. Вот, к примеру, там, ну, у кого-то 4 детей, да, он едет, он имеет право от этих 4 детей выехать за границу. Его останавливали на блокпостах и смотрели, что место рождения у него Донецкая область. Говорит, ага, Донецкий, ты что, бежать будешь? Давай в обратную сторону. И не пропускали. То есть таких безобразий, я уже не буду рассказывать, как со мной обходилась полиция, да, это такие уже личные моменты, но таких безобразий масса и пруд-пруди. Поэтому полицейские давно не ассоциируются с защитой внутри украинского общества, они ассоциируются с угрозой. Люди, когда у них начинаются какие-то проблемы, они боятся звонить в полицию, потому что понимают, что полицейские приедут, и проблемы удвоятся, утроятся, еще и на деньги всех поставят. Оказывается, ты еще виноватым будешь в конце концов, да? А когда необходимо вызывать, тоже случаев было много, что люди вызывают, говорят, да сейчас там
бьют, избивают, сейчас угроза там в двери ломятся. Она говорит, ну пока ж не убили, да, вот когда убьют, тогда и звоните. Ну это распространенная история. Поэтому полиция – это Цербери Зеленского, то есть они фактически выполняют функцию удержания авторитарного режима, который выстроил Владимир Александрович с Андреем Борисовичем. И он, разумеется, опирается на правоохранительную систему, которая давным-давно перестала быть правоохранительной, которая не охраняет права в переводе, да, на человеческий язык, чем должна заниматься полиция. То же самое делает и Служба безопасности Украины, и другие подразделения контрразведок других спецслужб. То есть они просто цементируют власть Зеленского. А люди нужны для того, чтобы, как Пушкин в свое время писал, да, их должно резать или стричь. Вот, собственно говоря, тем и занимается сейчас режим Зеленского. Это грустно, досадно, но так оно происходит. И пока этот режим будет находиться в правительственном квартале, в стране там ничего не изменится. Все будет только ухудшаться. По Разве поводу, что территория изменится, да, по уменьшится. поводу режима. Значит, очень интересный рейтинг опубликовал Социс. Хм. Очень интересный. Слушайте, во-первых, важно. Все как вот прям в мирные времена. Есть все опрошенные, есть те, кто пойдет на выборы. То есть мы такую градацию даже у КМИСа в последнее время не особо видим, потому что, в общем, что я имею в виду? Формулировка, да, формулировки мирного времени, работающей политической системы. То есть классика, прямо аж как переносишься в политические ток-шоу довоенные, да, вот когда есть опрошенные, есть те, кто готов пойти на выборы в ближайшее время, прям даже вот тексты те же пишут социологи. КМИС от этого отказался, те, кто следит или кому попадаются эти соцопросы, они заметили эту разницу, 100%. Но результаты еще интересные. Почти 60% украинцев считают, что в Украине нужно будет проводить выборы, если переговоры с Россией закончатся каким-то временным прекращением боевых действий. Это звоночек. Это прям очень важный показатель. 60%, больше половины. Короче, люди хотят перемен. Люди хотят электорального процесса. И итоги. Значит, у Зеленского почти 22% среди всех и 30%, 31% среди тех, кто определился. Второе место у Залужного. 19, 27,7. То есть на 2% это погрешность. В общем, нос к носу идет Зеленский и Залужный. У Порошенко там 4%, 6,5%. Ну и дальше в рейтингах фигурируют Разумков и Буданов. У них примерно одинаково, но, в общем, по 5%, 3-5%. Тоже, если мы убираем погрешность, а это зачастую 2%. Но, смотрите, тут даже не важен, наверное, процентаж, важен состав. Почему-то вернулись, вот благодаря этим рейтингам Социс, к какому-то технологичному, политтехнологичному скармливанию противостояния Зеленского и Залужного, о котором все уже забыли, это все развенчали и выбросили в мусорный ящик. Но нет, это достают, эту скомканную бумажку, разворачивают и тычат в нос украинцу. Зачем это делается? Но с точки зрения политтехнологий, да, красивая ситуация, при которой можно выращивать, как бы выращивать или в электоральном смысле конкурента, который потом поддержит первого кандидата, то есть президента, да, Зеленского и прочее. Ну, президента я так говорю по старой памяти, так-то он не президент для меня. Вот. С этой точки зрения это очень логичная и разумная вещь с точки зрения политтехнологий, потому что все прекрасно понимают, что Залужный, да, вы правильно сказали, все, то есть это не игрок политический. Понятно, что если бы были реальные выборы и Залужный вышел бы во второй тур с Зеленским, то он бы просто в сухую сделал Зеленского. Более того, не только Залужный, любой кандидат, ну, помимо всяких там притул, да, и же с ними, любой кандидат, который вышел бы с Зеленским во второй тур, он бы сделал там Зеленского. Ситуация зеркальная с 2019 годом. Да? Почему тогда все боялись выхода там какого-то пророссийского условно, да, кандидата во второй тур вместе там с Порошенко. Да? Мерили тогда, понимали, что если выйдет
кандидат, на которого опирается большая часть Юго-Востока, ну, там, к примеру, Бойко, если не ошибаюсь, да, на тот момент мерился, то тогда Порошенко ему проиграет. И решение Зеленским было очень грамотное и взвешенное, ведь человек подходил, в принципе, для двух сортов, ну, я не делю, я просто ссылаюсь, да, на теорию и концепцию, которая еще при Ющенко была построена, для двух сортов Украины, не для эталонного, в эталонном был тогда только Петр Алексеевич, а для тех сортов, к которым мы с вами принадлежим, для центра Украины и для юго-восточной части. Вот. И, собственно говоря, тогда все прекрасно померили, 74% избирателей, ну, не населения, именно избирателей, проголосовали. Та же история сейчас. У Зеленского антирейтинг, ну, во-первых, ну, мы не можем, да, сейчас сослаться на какое-то социологическое исследование, которое могло бы померять, либо опубликовать, тем более опубликовать рейтинги Владимира Зеленского. Но это страшно делать как минимум, потому что если реальную картину опубликовать, то это социологическое агентство будет обвинено в сотрудничестве, опять-таки, с Российской Федерацией, и глава пойдет по этапу, всех остальных разгонят. Ну, короче, участь незавидная ждет людей, которые публикуют реальные рейтинги Зеленского. Дальше люди, да, которых, если опрашивать в Украине, таки половина людей будет бояться говорить реально свои внутренние ощущения. Ну, есть определенное количество населения, да, там в процентной погрешности, которая до конца будет верить и любить Зеленского. Есть такие люди. Есть родственники и друзья новой касты, которая обогащается на войне, да, у которых денег больше стало с момента начала войны. Они тоже будут поддерживать. Но я уверен, это не больше 10%. Все же остальные просто боятся публично сказать, мы не поддерживаем курс государства, мы не поддерживаем Зеленского. Это не значит, что они поддерживают Россию. Нет. Это значит, что они не согласны с тем курсом, которым ведет их Зеленский. И этот прорыв информационный, да, 60%, о которых вы сказали, это показатель того, что 60% пропустили в публичное пространство, допустили, там, наверное, все 99 или 90% раз решили, ну давайте мы покажем 60. Я же знаю, как эти социологические опросы формируются и меряются. Потом на коленке Андрей Борисович берет и исправляет ручкой цифры, те, которые ему больше нравятся. А реально, конечно, смотрят, как ответили еще с погрешностью, что люди боятся сказать свое реальное истинное отношение к власти. Поэтому... Ну, то есть да. поэтому вот это вот, это, по-моему, на Совете Европы, да, вот это вышли женщины и кричали «наикращий президент». Да. То есть, ну, смотрите, Это красиво было. люди, которые помнят, они же примерно то же самое видели по поводу Порошенко, который проиграл выборы. Ну, то есть, Дякуємо. дякуємо, вот это все, скандирование, лучший президент, ну, то есть, это поэтому нам показывают вот этих украинцев, или украинок по большей части, которых пустили за вот эту ленточку с одной и с другой стороны, которые благодарили, кричали, а потом пели гимн и под аккомпанемент этого акапельного пения он там поднимался по лестнице. Ну, опять-таки, мне кажется, сегодня у Ермак икать будет, да, и уши будут гореть. Вспоминаем еще раз Ермака буквально пару дней назад, что он сказал Зеленский какому-то западному, то ли политику, то ли Биль, да, вот, заявил, что Зеленский лучший президент за всю историю Украины, лучше никогда не было быть не может, и он должен баллотироваться на второй срок. Приезжает Зеленский, и тут группа поддержки. Я просто, для зрителей. Вы себе представляете ситуацию, при которой люди могут пройти в место проведения международной встречи, там, где лидеры государств собираются, да, пройти там, где стоит президент, и в метре от него находиться? Ну, может какой-то человек по своей воле, вот я хочу, вот я Лазарев, да, решил приехать в Гаагу, вот, и сказать пару теплых Зеленскому. Меня ж туда на пушечный выстрел не подпустят. Это нужно согласовывать. То есть это согласованная массовка, которую туда привезли, раздали им стишки, которые они выучили, сказали, в какой очередности, что вы будете говорить. Проплатили. И эти люди стали и создали вот такой перформанс. Но это позор был, это просто позорняк полнейший, потому что, опять-таки, это женщин, которых с Киева привезли, да,
которые там под обстрелами находятся, с коммуналкой заоблачной, без денег, без работы. То есть это те женщины дякуют самому лучшему президенту? Или те, которые вынужденно уехали с Украины, и непонятно там, кто на пособии сидит, да, кто клубнику собирает. Это они там дякуют? Или это актерская труппа Погорелого театра 95-го квартала? Скорее всего, третий вариант. Потому что два первых варианта вряд ли будут ехать в Гаагу, в Нидерланды за свои деньги и дякувать там Зеленскому. Комичная реально ситуация. Поэтому это такая политтехнология, она очень дикая, очень глупая. Скорее всего, рассчитана даже на одного зрителя, на Владимира Александровича Зеленского. Ну, вы представьте, сколько у парня за последнее время было провалов. То есть он не добивается то, чего он хочет. Он понимает, что люди его не поддерживают. Что, опять-таки, он приезжает в Канаду, Трамп его не дождался, он улетает. Он приезжает в Гаагу, вопросы про вступление Украины в НАТО, в Европейский Союз, там помощь, деньги, оружие, близко не стоят. С ним декларативно разговаривает Трамп. Как у тебя дела, у тебя же проблем много, я знаю, да, но я как не папика, как папочка, да, попытаюсь эти все вопросы порешать, так что ты, мальчик, не бойся. И тут просто привозят аплодисменты, и он идет, радуется, довольный такой. Вот, смотрите, меня поддерживают, украинцы приехали. Вот, а вы что-то говорите про меня, я костюм надел, да, украинцы приехали, все хорошо. Как говорил когда-то Остап Ибрагимович Бендер, да, для Александра Корейка с таким счастьем и на свободе. Ну и потом еще украинцы, причем разные. Есть те, которые такие патриотические, а есть те, которые, скажем так, наоборот, да, за границей там хвастаются своими паспортами. Испанскими, немецкими, там кто-то американскими, которые они там смогли добыть за эти годы. Да? То ли по сроку нахождения, то ли по каким-то другим программам. В общем, показывают паспорта. Это тоже какой-то интересный тренд по поводу паспортов. Сегодня Витков сделал очень интересное заявление. Оно, по крайней мере, сегодня разошлось. Значит, Вашингтон рассчитывает, что ситуация вокруг Ирана способствует урегулированию конфликта в Украине. Получается, что косвенно это заявление подтверждает, что Россия играла на этом треке. Да, все лавры, конечно, достались Трампу. Трамп говорил, что не надо мне помогать. Он повторяет это несколько раз публично. То есть мы говорили с Путиным, я ему сказал, помоги мне с Россией, а не с Ираном. Но многие четко осознают, что ситуация Иран-Израиль, Хаминеи говорит, победа над сионистским режимом. Нетаньяху говорит, мы победили вместе с США, в общем, разбомбили все теперь. Мы теперь переключаемся на Газу, на Ливан, то есть мы теперь там, да, то есть все, мы победили. Все стороны победили, Трамп снимает пенку радости и счастья, но возникает же другой вопрос, важный. Получается, что это вот сначала, очередность, сначала Ближний Восток, получается, следующей должна быть Украина. И Трампу вот эта хорошая встреча с милым парнем именно поэтому и нужна, чтобы она была хорошей и с милым парнем Зеленским. Вы указали выше, что никакой нет конкретики. По поводу ПВО какие-то расплывчатые ответы. Очень расплывчатые. Правда. То есть, да. Зеленский, который пишет у себя, говорит, мы должны поддержать американские ВПК. То есть, мы это кто? То есть, украинцы должны скинуться, чтобы заводы работали в Америке по выработке ПВО. То есть, какая-то вот такая идет сумятица, на самом деле, не поддающаяся анализу. Но, тем не менее, это все транслируется в эфир и так далее. Если, и как вам кажется, если увязка между ирано-израильским противостоянием, вот так 12 дней, ошарашившая мир и также с совсем понятными результатами закончившейся, то следующая остановка – это Украина. И чего ждать по украинскому вопросу? Есть ли связи моделей урегулирования? Потому что действующие лица, мы понимаем, одни и те же.
Есть разница, конечно. Мы с вами в предыдущем или в позапрошлом эфире говорили о том, да, что ненадолго этот конфликт затянется в Иране. Я видел буквально две первопричины начала. Первая – это свержение режима аятоллы Хаменеи. Вот это первая причина была. А вторая причина, как уже потом мне стало понятно, это все-таки миротворческие лавры Дональда Трампа. Скорее всего, сначала было запланировано одно, оно не получилось, да, пытались всяческими силами. Израиль наносил очень точные удары по расположению высшего руководства КСИРа и политического руководства государства. Какую-то часть уничтожили, всех не смогли, протесты вывести не смогли. Иран начал работать очень плотно по внутриполитической фронте, по агентам влияния, даже некоторых сотрудников спецслужб Украины, как нам известно из иранской прессы, взяли, и там даже какие-то страшные приговоры им огласили. Вот, то есть начали чистку проводить внутри, чтобы не было раскачки внутренней ситуации под эту войну. Вот. Режим устоял, режим Хаменеи устоял, а дальше Трампу ж нужно было с этого тогда вытянуть другие уже какие-то позитивные эффекты этого конфликта, да, и позитивным эффектом это было миротворческое действие. Вот Трамп наносит удары, об этом никто не знает, даже в окружении Трампа все говорят, что это полнейшее безумие, к чему это приведет, и тут удары наносятся, и Трамп говорит, что это самые страшные удары со времен Хиросимы и Нагасаки, их можно сравнить между собой, да, чем гордится, правда, Хиросима и Нагасаки, да, вот это, американцы вообще удивительная, кстати, нация, государство, они этим гордятся, да, вот там немцы за нацизм, они там чувствуют вину, а вот американцы за Хиросиму и Нагасаки гордятся, вот, молодцы. Вот прям не скрывают ничего. Вот Трамп вообще самый искренний президент. Еще Министерство войны, если ведет, вообще будет красавчиком, да? Вот все делает правильно. Вот, это в кавычках понятно. И тут он, получается, тут он наносит самые страшные удары. Иран говорит, что теперь мы нанесем самые страшные удары в ответ по Ирану и будем бить по Катару, там, где самая большая американская военная база, 10 тысяч человек там находится, американских военнослужащих. На Ближнем Востоке самая большая база военная. Вот мы туда нанесем удар. Правда, заведомо позвонил американцам и сказал, ребят, мы будем бить там по этой базе, конкретно здесь, поэтому, пожалуйста, вывезите оттуда всю технику, всех людей. Не дай бог мы кого-то заденем, будет как-то неудобно, нехорошо. Иранцы бьют, в итоге получается, ни у кого даже сотрясения не было. Вот. И американцы объявляют, что все, война закончилась, великий мир. Трамп провозглашает, что вот Израиль с Ираном уже договорились на перемирие, а завтра будет мир. Понятно, здесь без роли Российской Федерации как посредника и, возможно, даже Китая, я думаю, не обошлось. Иран является экономически тесным партнером именно с Китаем. Да? Он туда нефть поставляет. Если не ошибаюсь, один из самых больших экспортеров нефти в Китай. Российская Федерация с Ираном имеет подписанные договоренности о всеобъемлющем сотрудничестве, кроме военной сферы. Да? Об этом, кстати, очень красиво российские дипломатические ведомства сказали, так Иран не запрашивает помощи. Это ж не то, что Россия не оказывает, вы попросите. А Иран, понятно, не просит, потому что понимает, что есть геополитические договоренности. Никто там Третью мировую начинать не собирается. Я думаю, что Россия объяснила, вы удерживаете, пожалуйста, власть, да, если вам она нужна, конечно, да, для Хаменеи, его окружения, политического окружения. Вот. Дальше условных каких-то ударов это не пойдет. Об этом было договорено с Трампом. Я в этом не сомневаюсь. Опять-таки, потому что очень тонкий момент на Ближнем Востоке, тот же Ормузский пролив, это экономически серьезные такие кластеры, это не украинский кризис. Просто нам, как украинцам, да, Украина, кажется, вот это серьезная война. В мировой географии экономики, это не Ближний Восток, это не Персидский залив, это не нефтеносное государство, да, то есть это не тот геополитический аспект. Я понимаю, что можно там ссылаться, когда-то у Маккиндера была такая схема мирового господства, что кто контролирует Восточную Европу, тот Хартленд, кто Хартленд, тот мировой остров, кто мировой остров, тот мир. С того времени немного видоизменилась концепция, да, и Украина как бы не является там всей Восточной Европой, но тем не менее.
Возвращаясь к украинскому вопросу, да, с Ираном как бы для меня понятная история. Трамп вышел оттуда победителем, опять-таки, с договоренности с иранским руководством. Кто бы мне сейчас в комментариях понесется, что Лазарев сионист, еврей и прочее уже писали, что я, видите ли, позволяю себе не поддерживать там ни одну сторону в этом конфликте. А почему я должен кого-то поддерживать? Я не перс, я не еврей, просто наблюдаю со стороны. И когда происходит ситуация, при которой Иран готовит неотвратимое возмездие, да, меч Немезиды висит там над американской военной базой, но до этого звонит американцам, что американцы вывозят свои войска. Ну, это странное очень возмездие. Знаете, что мне оно напомнило? В 2019 году, когда был убит генерал КСИРа Касем Сулеймани, известнейшая личность, серьезнейший военачальник При на Ближнем Трампе. Востоке. А? При Трампе. При Трампе американцами. Американцы его убили на территории Ирака ракетой по автомобилю. Тогда его опознали по кисти с часами, то есть там в труху все тело было. В Иране были массовые похорона, массовые протесты, призывы к джихаду, то есть что необходимо ответить американцам. Они ответили, они ударили тогда впервые опять за долгий период времени по американской военной базе в Багдаде. Вот предварительно, опять-таки, сообщив о том, что будут бить. И опять-таки никто не пострадал. Странные удары, правда? Ну как можно бить по базе и ни одного погибшего, разрушенной техники, только кирпичи летят. Вот один солдат, правда, да, вот сгрешил, и один солдат сотрясение мозга получил. Ну, после ракетного удара возмездия это прям серьезный урон американской армии. Вот, а после этого Дональд Трамп начал заявлять, что вот это вопиющий случай. По американской военной базе ударили, и сейчас мы как ответим, мы все ждали войны. 19-й год, это прекрасно помним, это в эфирах обсуждали, я статьи большие писал. Все ждали войны. И что произошло? А я напомню для зрителей, что произошло. На территории Ирана взлетел самолет, если не ошибаюсь, МАУ, вот украинских авиалиний, и по нему какой-то иранский, то ли пьяный, то ли не в себе ПВОшник выпустил ракеты, после чего Иран принес извинения, а Украина забрала около 200 трупов украинских граждан, которых потом хоронила. Ну, там, правда, были иранские студенты, было много очень тел, и весь мир переключился на эту большую трагедию, и все забыли о том, что Трамп должен ответить. Я не хочу входить в конспирологию, да, у меня нет доказательств, я там не адепт каких-то сговоров и заговоров, ну, пускай люди сами себе ответят, а как так получилось? Когда бьют по базе, предупреждают, что будут бить. Когда Трамп должен ответить, сбивает самолет, и все забывают о том, что Трамп должен ответить. А сейчас Трамп выходит и говорит, что я теперь по всему миру миротворец, все конфликты порешал. Косово, оказывается, он конфликт решил, да, я не знал об этом. Вот, он заявил о том, что теперь мы по территории бывшей Югославии, на Балканах решили вопрос. Вот мы решили ближневосточный вопрос, и украинский тоже решим, а украинский они не решат. Тут немного другая история. Чтобы решить украинский вопрос, необходимо полностью продавить Зеленского под то, чтобы он принял все условия Российской Федерации. Российскую Федерацию Трамп не продавит. И ему сейчас нельзя давить на Российскую Федерацию, потому что он прекрасно понимает, что ему необходимо налаживать взаимоотношения, ведь они перешли от стратегии Бжезинского, да, окружения России по периметру недружественными государствами для того, чтобы не давать ей развиваться и давить все больше, что было при демократах, да, к примеру, там, с этой войной, с другими конфликтами, там, с прибалтийскими странами и с прочим. Вот. Ну, я имею в виду, там, в НАТО они начали входить. А сейчас стратегия Киссинджера-Никсона, вот такая переформатированная, это когда главным врагом является Китай, а вот американцам необходимо Россию держать в нейтральном положении. А чтобы Россия, потому что будет конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе со временем, но он будет вокруг Тайваня. Вот, а для того, чтобы Россия всячески не содействовала Китаю, не вошла в один блок, но американцы не потянут столько конфликтов, да, и таких серьезных противников, это объективно. В экономическом смысле не потянут, в военном смысле не потянут. Это только, это рассказывают, великий авианосный флот США. Да, это серьезное оружие, очень серьезное. Но оно было самым серьезным. Монополия была на проецирование сил по перифериям лет так 10 назад. Но когда появились новые системы вооружения, они есть не только уже у России, у Китая, они даже у Ирана есть, да, там гиперзвуки и прочее, которые там, с огромнейшим трудом, прям до невозможности практически их перехватить,
вот, то тогда авианосные группировки, ну, могут равняться там металлолому, к примеру, да, это очень опасная история. Американцы это понимают. И потянуть на себе несколько конфликтов, в особенности в котором будет, например, военно-политически, экономически сопряжен между собой Китай и Российская Федерация, им это смерти подобно. Поэтому необходимо налаживать взаимоотношения с Россией. Как налаживать, понятно, после такой риторики, после таких позиций, после стольких санкций, это невозможно сделать резко. Это нужно делать постепенно. Как минимум выйти из украинского кризиса, выйти, отдать на откуп это, решайте, пожалуйста. Зеленский, ты с британцами, да, вот там твои все, да, тебе ближе, это понятнее, ну так пускай за тебя Стармер и король там третий, да, впрягается. Вот с ними, с их 70-тысячной несокрушимой британской армии, это сейчас в кавычках говорю, несокрушимой, вот вы решаете эти вопросы, французы пускай, немцы, поляки воинствующие, либо там прибалты очень страшные, вот пускай они вам там помогают, если вы не хотите подписать. А чтобы Трампа не обвинили, что он струсил, да, заднюю дал, потому что он, ну, папочка, он не может заднюю дать. Ну так он всему миру показал. Ребят, я порешал на Ближнем Востоке. Поверьте, этот конфликт куда серьезнее, чем то, что происходит на Украине. На Украине происходит так себе, да, детский лепет по сравнению с тем, что было между Израилем и Ираном, и какие последствия могли быть для всего мира. И я это решил. Значит, я могу решать конфликты, я миротворец, ему сейчас Нобелевскую премию мира хотят выписать, да, я не удивлюсь, если дадут. Это будет смешно, но я не удивлюсь. Почему? Дадут. Да, а чего нет? Ну вот, Дадут. почему не да? Ну, Не, после того, как он съездил в Гаагу, и как там все вот так вот прыгали перед Трампом, я уверен, что ему 2 могут дать. вообще, да, Забыли. раболепство уровня просто запредельного. Мы видели эти папочка этот, Рютте, который потом пытался объясняться. Но у Трампа все равно своя линия по поводу Украины. Я единственное, что хочу в этом контексте, чтобы вы прокомментировали, потому что это действительно очень важно подумать, а к чему идет. Эрдоган выходит и говорит о том, что они говорили с Трампом, если для решения по Украине нужна будет встреча в Турции, ну, в Анкаре или в Стамбуле, он приедет Путин и все решат. Примечательно, что в этом тут просто два таких очень важных момента. С одной стороны, офисные разные там, ну не хочется грубо выражаться, ну давайте так, офисная обслуга информационная говорит, что это вот, смотрите, это вот продолжение тренда наипотужнейшего президента Зеленского. Ну, когда он бродил там по Анкаре и говорил, что да, то есть я тут, что бы вы сказали Путину, я здесь, приезжай. То есть, что это продолжение этой истории. Но если так вдуматься и попытаться, как бы, попытаться разобраться, Эрдоган был гвоздь программы на этом саммите НАТО. Эрдоган. Не Зеленский, не Рютте, который там как бы пытался красоваться. Понятно, что это там королевская семья, которая встречала, да, вот, во время. Ну, это потому, что хозяева, потому что они там в центре. Это протокольные вещи. Но с точки зрения решений, о которых, кстати, никто ничего не сказал. Абсолютно. То есть мы, по сути, о том, о чем договорились Трамп и Эрдоган, мало что знаем. Ну, сотрудничество, оно и было сотрудничество. НАТО, там вооружения, какие-то вооружения. То есть всех кормят какой-то старой повесткой. Вот эти С-400 вспоминают российские. То есть какая-то ерунда, если честно, в информационной сфере. Это означает, что какие-то очень серьезные и важные решения, в том числе, возможно, по Ближнему Востоку, они приняли. Но это мы увидим уже на земле, на практике геополитической. Эрдоган гвоздь программы. Он говорит: Трамп может приехать, и Путин приедет, и решат вопрос Украины. Ни слова о Зеленском. Ни слова о Зеленском. То есть на это внимание никто не обратил. Все, как бы, вот смотрите, там, Трамп за нас, Эрдоган за нас, вот все, там, аплодисменты Зеленскому. Но по сути Эрдоган сказал, ну не то, что там это модно сейчас, конечно, там Ялта, новая Ялта, но фактически, да, о сговоре определенном. То есть приехали сверхдержавы и что-то там решили. Эрдоган предоставил площадку и потихонечку снял там свои вершки, свой какой-то гешефт получил. Но это же фактически приглашение
Путина и Трампа решить судьбу Зеленского. Да. А знаете, вспомните э, Достоевского, да, «Преступление и наказание», размышления Раскольникова. Кто я, говорит, тварь дрожащая или право имеющий? Так вот, я бы охарактеризовал вообще этот саммит в Гааге как разделение западной политики, да, на две части: на тварей дрожащих и на правоимеющих. Так вот, среди тех, кто был в Гааге, было два человека правоимеющих, и все остальные очень красиво дрожали перед ними, в особенности Рюта, да, вот он прям лизал ботинок Трампу. Я не постесняюсь не погрешить такой метафорой, ведь это было так. Вот, поэтому мы прекрасно видим и понимаем, кто является суверенным государством, кто действительно не только принимает решения за свою страну, а является смотрящим в регионе, к примеру, Эрдоган. Это серьезнейший геополитический игрок. И вспомнить это буквально за последние лет 20. То есть до этого Турция не была прям настолько серьезным игроком в регионе. А сейчас без Турции не решается ни один вопрос на ближневосточном регионе. А опять-таки, мы же прекрасно понимаем, что сейчас перемирие между Ираном и Израилем, но никто Сирию не списывал, да, сирийский вопрос, никто не списывал вопрос конфликта там в Газе, палестинский вопрос и другие. То есть там очень много очагов, которые могут возгораться, и Израиль заявил о том, что мы сейчас перейдем к решению вопроса там с Хамасом, да, и с другими структурами. То есть без Эрдогана здесь не обойдется. Трамп, я уверен, обсуждал и эти моменты, и нефтяную политику, и влияние на конфликты на Ближнем Востоке, и в том числе Украину. Вы правильно подметили, Украину без Украины. То есть решают судьбу Украины без Украины. Эрдоган говорит, да, я могу организовать встречу Путина и Трампа, и эти люди, и я сам поучаствую, и эти люди решат вопрос. То есть они действительно решат. Другой момент, что встреча Путина и Трампа будет тогда, когда уже все позиции между собой будут согласованы. И сейчас я не говорю про позиции между украинской переговорной группой и российской. Это другая история. Позиции между США и Россией. Ведь вспомните, Трамп во время уже так называемой 12-дневной войны взял паузу в дипломатических отношениях с Россией. То есть он публично сказал, что давайте пока притормозим, мне нужно здесь разобраться. Телефонные созвоны, это понятно. Я имею в виду встречи там Уиткофа, с Владимиром Путиным, Сергеем Лавровым, там и наоборот. Борт летел из России. Так это уже по окончанию, да. И сейчас возобновляется этот переговорный процесс. И в этом переговорном процессе я уверен, что раз борт полетел, а Россия устами Пескова заявила, что мы менять ничего не будем в меморандуме, значит, эту тему сейчас повезли в Вашингтон. Либо ее привезли еще раньше в Вашингтон, а Трамп, возможно, Зеленскому пару ласковых шепнул об этом вопросе, что Россия менять позицию не будет. Поэтому давай думай, как в этих обстоятельствах вы будете дальше работать. Я прекрасно понимаю, как в этих обстоятельствах Зеленский будет работать. Он откажется. Он откажется, потому что ему с политической точки зрения и с физической точки зрения это смерти подобно. Потому что я напомню, что в меморандуме Россия прописала не только нейтральный статус, внеблоковый, возвращение там русского языка как языка регионального общения, дальше защиту церкви. Там столько вопросов, если их Зеленский примет, его идеологический конструкт полностью рухнет. И это еще мы не коснулись вопросов территорий, которые тоже там прописаны, плюс буферные зоны. Я не представляю себе обстоятельств, при которых Зеленский подписывает это и возвращается в Украину. Он может подписать это и не возвращаться больше в Украину, потому что его свои сметут. И причем я сейчас не говорю про людей, люди примут, большинство людей примет. Я уверен в том, что люди реально хотят мира. Они прекрасно... если людям объяснить, что, ребят, дальше будет длиться война, с учетом истощения Россия может в долгую воевать. Свое ВПК, свои деньги, свои ресурсы и людей во сколько раз больше, даже не посчитаешь. Да? Там 150 или 140 миллионов в России, и в Украине сейчас где-то 20 миллионов. Кто-то говорит 30, кто-то 20, непонятно. Да? То есть это несопоставимые вещи. С учетом той мобилизации, которая проводится в Украине, понятно, что
Люди воевать не хотят. А в России набирают контрактников, там никого не ловят, люди идут сами воюют, да, там на контракт кого-то призывают. И с учетом продвижения войск, да, и истощения ресурсов в Украине, уменьшения помощи западной, которую не дают уже сейчас. Опять-таки, вы правильно подметили, как-то вскользь коснулся Трамп о том, ну да, там ПВО, я понимаю, вам надо, но нам самим надо, а еще Израилю надо, ну, как приоритеты сразу расставил. И в такой конструкции, ну, люди смотрят на это, я думаю, что начинают прозревать, что чем дольше этот конфликт длится, тем меньше Украина становится. И не только в территориальном смысле, но и в смысле количества населения. Кого-то убивает, кто-то выезжает, кто-то бежит. Ну, суть в том, что Украины может не остаться, таки до мышей можно довоеваться. Вот люди это понимают. Для людей хочется мира, прогнозируемой обстановки. Поэтому, но есть каста. Вот есть каста, которая вокруг Зеленского, которая, если война закончится, либо они сядут, потому что новая власть, которую они не удержат власть, она на войне строится, а новая власть начнет против них следствие вести, и там очень много интересных моментов всплывает. Очень много, которые сейчас закамуфлированы, да, не рассказывают, не показывают. Они уже всплывают. Причем самое, как говорится, святое и непогрешимое, это кто там, из Азова кто-то, по-моему, отреагировал. Да, из Азова там тоже чин военный, говорит, значит, отставить воровские понятия в армии. И все так, это понятно, там это длинная история, есть там один бывший азовец, который сейчас рекрутингом занимается, выступает на телевидении, и он получил его, ему накостыляли, избили прямо на улице возле входа, а потом выяснилось, и он сам это рассказал, потому что это замалчивали с точки зрения, опять-таки, чтобы не шатать лодку, это азовцы действующие. То есть действующие азовцы побили азовцев прошлого. То есть мы видим вот эти разборки. И выходит их там чиновник, говорит, значит, отставить, никаких вот этих хватит уже. То есть воровские понятия. И опять-таки, люди думающие, они перебрасывают мостик. Вот сейчас прошла там череда, тоже какая-то интересная история. Тоже азовец, представляете, бывший. Переписывается в телеграм-боте с девочкой. Та ему пишет, вот смотри, видишь желтый мопед, открой крышку, возьми ключики. Я жду, вся горю, поднимайся. Но он, видимо, что заподозрил, и этот взрыв произошел мопеда, рядом, то есть он не пострадал. До этого есть с убитым, одного ранили, другого убили, и, в общем, нашли там женщина, по-моему, да, или мужчина, в общем, неважно. То есть нашли человека, который, опять-таки, все же выписывается по одной кальке. Значит, российские спецслужбы, телеграм-каналы по заработку, они вот там закладывают взрывчатку. Смотрите, возможно, это и есть, да, то есть никто не отменял эту диверсионную войну, и действительно нужно быть бдительным. Это есть на территории России, это, наверное, есть на территории Украины, но никто не увязывает характер вот этих разборок, мопеды, которые взрываются, то есть почерк, азовцы, с вот этими конфликтами внутри, поствоенными. И когда, извините, в публичное пространство выходит командир, один из командиров, и говорит, что отставить, да хватит вот этой фени, хватит вот этого воровского... В общем, он же тоже сформулирует, что ты не патриот, ты не националист, ты никто, если ты по фене вот это решаешь эти вопросы. То есть мы понимаем, что это все тоже, этот клубок, это связано. И то, что там, понятно, работают ДРГ, ГРУ российская, да, там, или какие-то службы, это одна история. Но другая история, что внутри самой системы есть очень серьезная гниль, которая вылазит сейчас наружу с мрадом, терактами, подрывами, разборками в стиле 90-х. То есть мы понимаем, общество должно, глядя на это, они просто еще пока, люди, наверное, в массе не осознают, потому что каждый день трагедии, удары, война, но это вообще не путь развития, это путь к упадку. Да, это путь в никуда, потому что мы понимаем, что
После окончания боевых действий таких группировок, да, и таких групп будет очень много. То есть все вооруженные, все умеющие убивать, все умеющие воевать. Большинство из главарей этих группировок, привыкшие к очень хорошей жизни, которую они до войны не видели, а во время войны они нашли. То есть там купили себе Гелендвагены, Ленд-крузеры новые, да, а до этого там передвигались чуть ли не на велосипедах. Сейчас они серьезные ребята. Вот, и они эту жизнь захотят и продлевать, и продолжать. А чем они смогут заняться после окончания боевых действий? Есть только два пути. Ну, третий на работу устроиться, там таких доходов не будет. Бизнесом они заниматься не умеют, я этот вопрос отметаю. Остается два варианта. Первый – это создать ЧВК и ехать отправлять этих людей где-то в горячие точки, где они будут воевать, зарабатывать те же деньги, да, и кошмарить там каких-то абреков в Африке, охраняя там алмазные рудники, либо золотые рудники, да, по чуть-чуть деребаня их, либо создавать организационные преступные группировки и заниматься рекетом, заниматься отжимом денег, заниматься отжимом бизнеса, недвижимости, квартир. Под предлогом мы воевали, а вы чем были заняты, да? А ты что здесь бизнесом занимаешься? Ты плохо армии помогал, ты плохо этому помогал, да? То есть такой риск очень сильно существует, особенно если Украина, ну, то есть будет там поделена на несколько частей, да, ну, есть такие теории, это не моя теория, я просто ее озвучиваю, слышу. Вот. И одна из этих частей будет там либо нейтральной, либо останется с тем вектором, который сейчас есть в Украине. Вот в таком раскладе вполне возможно, что эти группировки подымут голову, и это будет очень серьезная проблема, которая может привести вплоть до гражданских столкновений, до гражданской войны. То есть ведь после больших войн постоянно, ну, вспомните историю, например, там Российской империи, да, вот, ну, началась гражданская война, вот, потом те же бандформирования были, потом они в революцию включились, эти бандформирования, да, потом там к власти пытались прийти, потом чистка была, но это другая история, да, история уже, так сказать, столетней давности, но тем не менее есть определенная схема, и по эта схема, она не меняется, что если эти люди умеют воевать, умеют держать в руках оружие, то по возвращению домой в мирное время или в условно мирное время они найдут применение своей профессии там. И поверьте, это будет не на благо общества и не на благо людей. И то, что они сейчас выступают, причем какие там у них понятия есть, как по мне, это беспредельщики полнейшие. То есть нет у них никаких ни воровских понятий, да, это уже такой рудимент, причем не все бандиты живут по этим понятиям, и очень давно не все живут. А что уже говорить по поводу всяких группировок, которые себя возомнили царями и боженьками, да, на идеологическом поприще и на поприще наличия оружия и права сильного. Поэтому, слушайте, ждет на самом деле, если это не будет урегулировано с точки зрения реально там нейтралитета, ведения там правительства какого-то по согласованию, да, нейтрализация этих группировок, в хорошем смысле нейтрализация, то есть приобщение к каким-то благим созидательным делам, может быть, насильно приобщение, такое тоже бывало. Вот, может быть, действительно там отправка в ЧВК, кто хочет. Но нельзя давать вольности. То есть по окончанию, если это будет нормальная государственная система, при которой это все будет согласовано с геополитическими игроками и будет выстраиваться модель Украины не как антипод кого-то, либо чего-то. Да? Нельзя существовать как антироссия, как антизапад. Ну, не может Украина существовать в таком виде. То есть она должна быть действительно нейтральным государством в нормальных взаимоотношениях. Вспомните, вот реально, вот есть сейчас, например, соседи у Украины, да, с которыми хорошие отношения. Ну, я, честно говоря, такие, ну, может быть, еще, ну, Молдова, ну, и то, да, там иногда случаются конфузы. Вот. А так все, ну, вот все очень, на самом деле, ну, плачевная история. Это для людей, чтобы подумать, что концепт анти-чего-то ведет к полнейшей деградации системы, к разобщению, не к созидательной деятельности, к разрушительной. А к этому, если еще подключить наличие военизированных группировок вооруженных, ну, тогда государству просто кранты. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо большое, спасибо. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.